Привет, мои дорогие! У нас сегодня раскладик будет, как ему живется с другой. Это мы здесь объединяем такие расклады, когда мужчина говорит вам или не говорит, живет, если это бывший какой-нибудь, если это девочки, ваш любовник, да, и вам просто интересно, как же ему живется с другой. Мы посмотрим это на демоническом таро. Но, мои дорогие, пока я мешаю колоду, расскажу вам историю из жизни, быстренько буквально, да, пока вы загадываете, вот чтобы вы знали реальную историю. Короче, жила-была девушка. К ее мужу, алкоголику, она все равно с ним жила, не знала, куда деться, ну, просто не решалась на развод. Ходил его, типа, дружбан выпить. И в результате она начала с ним спать, у них любовь-морковь. А он, короче, встречался с другой девушкой. И потом он, пока спал вот с моей этой знакомой, да, он с той девушкой начал вместе жить. А этой все время говорил, что у него все у него, короче, там не получается, все хреново и все остальное. Она ему верила. В результате мало того, что он начал с ней жить, точно, они сначала встречались, потом он начал жить, а потом, девочки, ей сказал, разводись и все остальное, да будем вместе. В результате, пока она разводилась, он женился на той, она была беременна, да, они начали вместе жить, он со своей женой. И фишка в том, что у них родилась дочка. И дочку он назвал именем своей вот этой вот любовницы. А потом вся эта история вскрылась. И представляете, лицо той девушки, которая вышла за него замуж, она знать не знала о том, что у него кто-то есть, и еще родила ему девочку, которую он предложил назвать именем своей любовницы. И потом она узнала, что это в честь любовницы он назвал ее дочку. Это был трешак полный. Но чем закончилась история? Короче, он ушел от той и от ребеночка ушел. Пришел к этой. Это они зачали другого ребенка. Этому ребенку уже несколько лет. В общем, такая вот история, мои дорогие. И вроде бы живут. Ну что, давайте посмотрим, а как живется ему с другой ваш мужчина. Выбирайте, девочки, свой вариант. У нас 4 короля, 4 стихии, 4 варианта. Не промахнетесь. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Как ему живется с другой? Знаете вы ее имя? Либо многие, я смотрю, даже не знают имени этой другой, да, потому что мужчина скрывается. Но для этого у нас и таро, для того, чтобы вскрыть все, что надо вскрыть. Как ему живется с другой? Выбирайте своего мужчину, называйте его имя. И вот прям немножко даже представьте, да, что он где-то сейчас с другой, не сейчас или вообще, да. И вот просто представьте его с другой. И когда вы это представите, выбирайте карту. Слева направо, первый, второй, третий, четвертый вариант. Как ему живется с другой? Гадать вы можете на любого мужчину, который вам интересен. Это может быть жизнь любовника вашего. Это может быть бывшего мужа, бывшего парня, кого угодно. Давайте посмотрим, когда он находится в отношениях с другой, живет с ней. Давайте посмотрим, как ему живется с другой. Ну что, девочки, поехали. Первый вариант. Как ему живется с другой? Восьмерка мечей, а никак, плохо ему живется. Та женщина, с которой он живет, это токсик, девочки. Абьюзерша, токсичная, они на ножах, там скандалы какие-то, да. Очень нервотрепки много, очень много нервов. Причем тут, блин, прям до боев каких-то доходит, до боев, кровавых боев. Это он либо ее бьет, либо, девочки, она его бьет, да. Там, короче, все очень плохо. Восьмерка мечей — это очень плохая карта. Наверное, хуже карты даже и нету, когда про отношения говорим. Восьмерка мечей. Плохо. Ругаются. Как ему живется с другой? Император. Сила. Старшие арканы пошли. Двойка пентаклей. Они с ним не будут жить. Эта пара ненадолго собралась, либо она уже находится в таком кризисе, что эта пара расстанется.
И я бы даже сказала, может, даже и девочки не живет уже с ней, может, он уже и свалил, да, или сваливает периодически, там, короче, одной ногой там, одной тут. И он, смотрите, император с картой силы, а потом идет двойка и тройка пентаклей, да. Это мужчина, короче, аккумулирует свою энергетику для того, чтобы перевернуть страницу. Так что тут уже все предрешено. Давайте еще посмотрим, как ему живется с другой. Как ему с ней живется. А она, короче, его держит. Она не хочет, чтобы он уходил от нее. Она, как всегда, дает ему последний шанс. Вот-вот, вот-вот. Но у нее получается манипулировать. Она выпала верховной жрицей, а он рыцарем кубков. Она, знаете, его любит. У нее к нему вот конкретная такая любовь, но я бы даже сказала, что больше даже созависимость такая, да, когда мы не знаем, кем заменить человека, если он идет, а что будет, ну, короче, ей очень тяжело смотреть в будущее, как, в принципе, и многим, да, что вот без этого мужчины она не сможет, но тут идет еще какой-то эмоциональный такой большой накал. Я так думаю, что и он, и она, они такие, знаете, очень эмоциональные, он не тихий у вас, и она тоже не тихая, потому взрыв страстей какой-то такой идет. Но он как сбегает постоянно от нее, да, а она все равно его прощает и плачет, да, слезами. Ну, короче, у нее есть какой-то такой шантаж, чтобы он все время к ней возвращался. Это что-то такое любовное, может быть. Это может быть слезы такие, вернись, я все прощу. Потом тут еще идет он-то денежки, девочки, рыцарь жезлов и рыцарь кубков, да. И ей с ним удобно не в плане эмоций, а в плане того, что он как-то либо денежку ей приносит, да, плюс еще вот просто как мужик. Вот ей он нужен только просто как мужик. И для секса, и для любви, и для того, чтобы деньги приносил. У нее есть стойкое понимание того, что рядом с ней должен быть мужчина, и этот мужчина должен это, пятое, десятое. И он с какими-то своими функциями более-менее справлялся. Но эмоционально им тяжело. Какая-то ругань. А почему это все у них происходит? Падающая башня. Они не будут вместе, они расстанутся. Это не отношения. И это пара, которая испортилась. Да? Изначально, знаете, ему одного хотелось, ей хотелось другое. Они закрывали глаза на многое в своей жизни. И философски никто не подходил. Оба эмоциональные, с надрывом. Мне такое вот попахивает, да, чем-то таким даже психиатрией, девочки, попахивает. Попахивает палатой для кого-то. И вот это что-то такое сдвиг по фазе есть или у него, или у нее, или даже у них обоих. Да? То есть это не простые, это какие-то созависимые отношения. Она вот верит в какое-то счастливое будущее, насмотрелась там всяких знаете, в Ютубе много психологов, там Тарсунов, Сатьядас или еще кто-то, и там, где говорят, мужчина должен, да, и она начинает вот она живет по каким-то таким вот стандартам, принятым, да. Причем вот эти вот принятые стандарты она сама нажила, то есть ее не учили там родители, еще кто-то, вот она, и, кстати, вот таких вот много девушек на самом деле. И они в основном вот такие вот, которые они сами себе навязали какие-то стандарты, но они не воспринимают мужчину как живое существо, да. Это как и вот кота завести или собачку. Она же и какает, и рыгает где-то, да, и мы все равно же их любим. И, в принципе, понимаем, да, их роль в нашей жизни. А получается, она на мужчину набрасывает каких-то таких идей, я бы даже сказала. Мужчина должен это, мужчина должен то, да. И у нее такое вот в голове раскачивание есть. И он клевый, вот в чем-то он клевый, вот этот мужчина. Он либо очень красивый, да, но, например, более такой женственный у него характер, да. Или это бабник, да, а она не может к этому привыкнуть. Или, в общем, она
создала для себя какие-то розовые очки, сказочку какую-то, да, а он под эту сказочку не совсем подходит. Из-за этого она начинает на него орать и срываться, да. Он за делом не стоит, он тоже начинает орать, срываться на нее, они там хлопают дверью, дерутся, возможно, да. Аж вот такой вот, знаете, вот как они ссорятся, аж руки трясутся, знаете, когда истерика у человека такая сильная, да, когда он уходит, она еще в окно орет, да. То есть, но вот эти отношения закончатся, потому что это вот не будет здесь, девочки, ничего. Они как ни с того начали, они как не присмотрелись к друг другу для того, чтобы делать эти серьезные отношения какие-то. Ну, на самом деле этого много, да. Тут на самом деле это какой-то даже стандарт, да, отношений. Потому что многие так пары на самом деле. Вот нравится борода и усы, да, а что под ними, там пофиг. А потом начинаешь уже как-то задумываться, а мне это надо, не надо, а потом начинаешь изгонять дьявола. Вот такие дела. Так что не сладко им живется, и эти отношения обречены, мои дорогие, обречены. Но предупреждаю, девочки, можно не совсем радоваться, что эти отношения закончатся по одной простой причине. Если вы как раз в том моменте, что он, например, придет к вам, да, вот просто будьте готовы к тому, что она еще, пока ее не отпустит, будет в его жизнь вмешиваться, да, и вас там где-то будет пообсирать, или там еще что-нибудь. Короче, тут вот это вот срач может переместиться еще и на ту новую пару до тех пор, пока она не успокоится или он не успокоится, да. Тут вот таких вот мужчин надо брать уже после того, как если он развелся, то уже через несколько лет, когда это все утихнет. Потому что если он еще не разведен, или он еще, девочки, в таком вот состоянии, когда я еще вернусь, ему надо довыяснять отношения, и он будет выяснять с ней отношения даже после того, как они расстанутся. А она, девочки, там может быть такой вот маньяк, который будет его преследовать. Это не та, которая просто забудет и все. Понимаете? Она еще, если вы следующая, да, как говорится, его женщина, то она и будет названивать, козни какие-то делать. Ну, короче, страсти, мордасти тут ждут. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, как ему живется с другой девочки. Боже мой, сегодня какой-то этот клуб брошенных каких-то мужиков. Девочки, 12-й старший аркан повешенный выпал, да, как ему живется с другой? Да никак ему не живется. Он либо уже не живет с ней, да, на кого вы загадали, на кого вы думаете, либо там уже все просто. Там уже просто все, девочки. Там никого нет. Сарай, в котором нету никого. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Как ему живется с другой. О. Вот, девочки, я вам скажу одну вещь, как ему живется с другой. Во-первых, у него сейчас будет просто дно. Вот реальное дно. Причем это будет больше даже в деньгах. И такое ощущение, что он что-то сделал очень опрометчивое. Такое ощущение, что либо проигрался чуть ли не в казино, в азартные игры какие-то, а одолжал деньги, которые он не может вернуть. Взял в кредит телефон, а телефон продал. Короче, тут какие-то... Тут такая яма, девочки, у него. Это просто капец. И главное, чтобы вы рядом с этой ямой не стояли, потому что он в яме. Он в яме. Он просто уже в нее шагнул. Он в нее шагнул. Давайте еще посмотрим, как ему живется с другой. А кто тут пьющий, девочки? Как ему живется с другой? Короче, смотрите, как бы вы этого мужчину не любили или вспоминали, смотрите, будет такая фишка. Если вы с ним общаетесь и более-менее дружелюбно, будьте готовы к тому, что вам сейчас будет рассказываться какая-то сказка про 3 сироток, Буратино будет рассказывать вам сказку о том, что если закопать ваши монетки в стране дураков, на поле дураков, на поле дураков, то на поле чудес в стране дураков, то вы много чего поимеете, да. И если вас коснется, не дай боже вам эти деньги дать. То есть мы никак его не поддерживаем никакими денежками.
Дело в том, что он вступил в дно. Что-то тут такое идет, полный крах какой-то. Полный крах, я бы даже сказала, канала, денежного канала вашего этого мужчины, которого вы здесь загадали. Дальше. У некоторых это может быть означать посадка в места не столь отдаленные. Дальше кто-то может удариться в бега. Дальше это мужчина, который тут пожил, потом на кладбище поночевал, потом на вокзале, потом еще где-то, да. То есть ничего хорошего я тут вам вообще про этого мужчину не скажу. Как живется с другой? А если это живая? Или это полный умат у него, понимаете? Либо он пьющий, либо еще что-нибудь на чем-то сидит, да? Тут вообще полная жопа, мягко говоря. Полная жопа, девочки. Причем еще, знаете, вот как он шагнул туда, куда не надо было шагать. Вот. Но нельзя ему помогать, потому что тут идет колесо фортуны, да, это то есть он это, будет хвататься за ту ветку, которую он утянет вместе с собой. То есть, и вот знаете, таких гаданий, наверное, нету, да, то, например, если я ему протяну утопающему руку помощи, я его вытяну или нет, да? Ну, мы все думаем, что мы вытянем. Но, а если погадать на картах, да, что ты ты его не вытянешь, а он тебя затянет, то это как раз-таки тот случай. Как ему живется с другой? Что там другая по шкупкам? Они что, пьют вместе, либо еще что-то делают? Короче, тут вот полная жопа. Все, тут конец, девочки. Финита ля комедия. Или он связался не с той. Тут какая-то, не знаю, тут очень какие-то такие... Это даже отношениями не назовешь. Это не отношения, это какой-то умат какой-то, да. Это полностью какое-то измененное сознание. Это полная жопа, девочки. Полная жопа. Он как в яму какую-то шагнул. Либо это вот, говорю, что это предвестник каких-то дурачества какого-то, да. То, что... Тут и пары даже нету. Тут нету пары. Как можно с повешенным в паре быть, девочки? Двух повешенных в паре не существует. И второй не существует и в жизни, да. Я вам скажу так, вот за это не переживайте, да. То есть, если вы будете протягивать руку помощи, будьте уверены, что это будет очень чревато. Тут идет и какое-то еще бродяжничество. И вам говорят, да что ж такое, как это мужчина может бродяжничать? А девочки может бродяжничать в прямом смысле этого слова. Причем это может быть завуалировано, да. Кто-то бродяжничает из страны в страну, типа на работу, кто-то еще что-то, да. Кто-то кочует от одной женщины к другой. Тоже бродяжничество. Но тут еще какое-то измененное сознание конкретное такое идет. Не надо. Я бы, например, если бы мне выпадало это, да, и вдруг мне потом бы этот мужчина позвонил, спросил, как дела и все остальное. А, кстати, а что я говорю, если бы да кабы, девочки? У меня так было. У меня, помню, давным-давно был такой бывший, с которым мы договорились, ну, иногда общаться, дружить. Ну, как-то хорошо расстались, ни разу не ссорились, но и понимали, что мы, ну, наверное, не пара друг друга. Ну, короче, это было в глубокой молодости. И что вы думаете? Жизнь его поносила, вот так вот побродяжничал. Потом, слушайте, да, звонок мне в дверь. А он, оказывается, где-то недалеко был. И это... типа зашел. Ну, думаю, ну хорошо, на кофе, на чай заходи, трали-вали, да. А потом он говорит, ой, там я там сильно не выспался, можно я у тебя там чуть-чуть отдохну перед дорогой? Говорю, ну отдыхай. И знаете, что этот чувак начал сделать после там лет 15, как мы последний раз виделись, да? Он, короче, это вот кофту немножко так приподнял и начал пузико себе гладить. Думаю, ёшкин кот, ты мне такое даже тут не показывай. И, короче, я ему дала такую кофеина таблетку, говорю, пока. И вот, понимаете, и вот я не протянула руку помощи вот такому бродяге. И я вам скажу, что не надо, девочки, не надо. Если вы еще до сих пор с ним общаетесь, и это ваш бывший, кем вы интересуетесь, пошел он нахер, такой человек. Вот понимаете? Почему? Потому что женщина, мужчина должен быть как за каменной стеной, мы должны быть за мужчиной, замужем, да, за мужчиной.
Вы вспомните, сколько раз он вам помог. Вы вспомните, были вы за каменной стеной за ним? Он благородно с вами поступал все время. А почему вы расстались? Если вы себя во всем вините, да, то мне уже тут будет вас жалко. Но я бы советовала даже не вспоминать, как его звали. Вот и все. Как ему живется с другой. Манипуляции какие-то идут. А у него она не одна, девочки. Она у него не одна. Он не только с ней. Я вам скажу одну вещь. Если вы загадали просто какого-то мужчину своего из каких-то бывших и все остальное, но вы с ним никаких интимных связей не поддерживаете, да, то я вам скажу, что этот мужчина спит с двумя женщинами, девочки, спит с двумя. Если это вы, девочки, да, и, например, мы не рассмотрели эту ситуацию, если это вы, с кем он спит, и вы просто рассматриваете мужчину, который и с вами, и с ней, да, и вам интересно, как он с ней живет, то тут идет, девочки, король Пентаклей с королевой мечей. Это пара, это пара, которая периодически встречаются. Он с двумя, девочки, этот мужчина. Да. У него на стороне точно есть кто-то. Если это вы, то тут еще более-менее похоже на отношения что-то, а там ничего. Там ужас. Ну, смотрите, вы королева мечей, он король пентаклей. Он и вам, девочки, врет. Понимаете, он будет гнуть свою линию там, где ему выгодно. Там то с той он и будет. Где ему выгодно, с той он и будет. Хоть у вас, если это вы, девочки, потому что тут вот другая выпала с любовью, да, любовные отношения какие-то есть. Но он такой вот матерый в этом плане. Он может соскочить, когда вы начнете предъявлять ему какие-то претензии и все остальное, и где ему надо будет нести какие-то обязанности, он, девочки, может, так, знаете, по дружбе соскочить с отношений. Ну, то есть у него есть что скрывать. Он такой вот матерый чел, которому это себе на уме он такой. Я вот, кстати, сегодня такое видела, да, мужчину одного. Я сидела в машине, разговаривала, и мне надо было выходить, перед моей машиной в бус чел садился, да, и он так обходит мою машину и заглядывает внутрь машины, смотреть, кто же там сидит, да, и так на бабу другую, я думаю, ох, блин, гулящий, думаю, скотина, еще смотрит направо и налево, ну, ему лет, не знаю, сколько было там, ну, 40-45, да, и вот такой вот матерый, я бы даже сказала, да, врет и не краснеет, и баб любит. Но не прям такой вот бабник, да, а качественно какой-то выбирает. Так что если он, девочки, если это ваш мужчина, с кем вы любовница его, будьте уверены, что он такой, сам себе на уме. Матерый он, девочки. Он, конечно, и выбрал вас, потому что вы красотка, и качественная такая, крутая, да, породистая, скажем так. И он, получается, как бонусы какие-то имеет. Но на самом деле ситуация вот здесь по второму раскладу довольно-таки, ой, ну, страшноватая на самом деле. Потому что вот то, что там, да, это просто жопа. Повешенный, те карты, которые рядом выпадали, да, то там вообще какие-то туман вообще полный в этих отношениях, как ему живется с другой. Тут даже другая как-то и не читается. Либо это он ее загнобил, да. Если он у вас такой вот крутой, типа мэн такой, мачо мэн, то или он, может быть, он абьюзер. Знаете, как он с той женщиной, да? Как вот представьте пьяного абьюзера, да, вот такого говнистого мужчину, да еще и пьяного, которого понесло, да, и выдержать уже невозможно, и уже уши аж вянут от всего, что он может там сказать или что-то сделать, да, но в то же время он там
не реализуется, да, как мужчина. А вот с вами королева, или это уже какой-то другой, он с кем-то там спит, да, спит, и ему кайфово и все остальное. Но он такой любитель многоходовок. Все в свою сторону как-то все хочет, да, много хочет. Ну, не знаю, девочки, как вам про него еще сказать. Мне вот не очень хорошие слова приходят в голову, да, поэтому я думаю, не стоит здесь продолжать. Я бы на вашем месте вот посмотрела, да, а брать ли его на себя, девочки? Доставать вот его с этих отношений и брать ли себе, да? Почему я об этом говорю? Потому что большая вероятность того, что вы можете, ну, точно такое же может быть и у вас в отношениях, если он все время по одному и тому же сценарию делает отношения, да? Это может, знаете, какой еще мужчина быть? Например, жена должна бы сидеть дома, не работать и все остальное. И он ее просто превращает вот в тряпочку для протирания пыли, а сам начинает искать что-то новое, да, и это из таких породистых, независимых женщин и все остальное. А потом, когда вот он думает, ну-ка, зачем мне уже эта тряпка, она уже скучная, а ну-ка я пойду возьму другую. И он берет другую, классную, да, женщину, и превращает ее опять в тряпочку для пыли. А знаете, почему я тут говорю? Потому что если, девочки, это вы выпали, король Пентаклей и королева мечей, да, то я вам скажу, что вы еще, знаете, в боевую позу кошачью станете. Вы еще, как говорится, как кошка, будете с ним в отношениях такая, либо с ним, либо еще с кем-нибудь, девочки, выяснять отношения, да. Королева мечей острая такая есть. Что-то тут не то, очень не то. И еще такой момент, да, и он вообще не очень хороший, но уже об этом тоже надо сказать, да. Либо там уже человек, который спивается, либо он под этими делами всякими, да, потому что очень много какого-то такого дыма. И вот этот аркан повешенного, подождите, мои дорогие, тут еще не очень хороший расклад. Как ему живется с другой? Ну, нет, тут даже и говорить не о чем. Я вам его не советую, девочки, если вы выбираете. Не советую. Знаете, королева мечей с королем пентаклей. У вас будет с ним еще такой момент, когда кошка станет на дыбы. Вы станете на дыбы, когда он что-то или скажет, или что-то сделает, что для вас вообще это будет, понимаете, за гранью. Будет такой вот момент. Будьте осторожны. Вот такой вот вариант, мои дорогие. Третий вариант. Давайте посмотрим, как ему живется с другой. Пятерка жезлов. Серые обои. Какая-то квартира, девочки. Что-то серое какая-то. Либо это бетонная стена, либо это серые обои какие-то. Что-то в этом роде. Что-то серое идет. Мне сразу, знаете, взгляд уперся. Серое что-то. Как ему живется с другой. Девятка мечей. Он что, не работает? Уволился с работы, либо уволили с работы его? Надеется, что его поддержат. Вот такой хвост поджал. Он, конечно... Вот этот мужчина сидит, девочки, с поджатым хвостом. Что-то у него... вне дома, да, у него что-то хреновенько идет. И получается, из-за того, что там хреновенько, он начинает, знаете, заискивающе как-то общаться с теми, с кем он живет. И вот тут не идет что-то такое любовное, здесь идет что-то заискивание, какое-то реально заискивает. Где-то на улице побили, так уже дома с поджатым хвостом сидит. А почему я говорю дома? Потому что тут реально, тут есть такое...
Тут есть совместная жизнь, девочки. С деньгами не очень хорошо у этого человека. А еще что у него здесь выпало? Интим есть, если кому-то интересно. Есть интим. Денег нет. А давайте еще глянем. Но тут, да, живут. Не вижу, что тут будут расставания и все остальное. Такого, знаете, тут более-менее все ровно идет. Как ему живется с другой. Живется, девочки, живется. Интимится. Есть у них интим, чтобы он вам не говорил. Тут аж вот прям видно. И он, получается, стоит ниже по деньгам, чем жена. Понимаете? Либо она богаче, чем он, либо вот у нее там приданые, богатые родители, либо еще что-то. А у него как денег нет. То же самое, что муж не безработный, а жена работает. Он как бы за ее счет живет. Тут получается, что мужчина за женский счет живет. Либо он приносит ей все деньги и основную всю массу отдает. Может, там ипотеку вместе платят или еще что-то. Он все деньги отдает, получается у него как карманные расходы, и он, ну, не чувствует, он не руководитель денежный, нет. Но живут и секс есть, интим есть у него. Вот как говорится, 2 раза в неделю, девочки, тут по картам даже и читается такие вспышки сексуальные. Как ему живется с другой? Паш мечей, король пентаклей. Ждет, когда жилье будет другое. Он ждет, когда будет другое жилье. Что это за другое жилье, фиг его знает. Либо он ждет, когда он наследство получит, может, кто-то умрет. Вот знаете, некоторые ждут, когда бабушка умрет или еще кто-то. Прям уже планируют некоторые родственники, как распорядятся каким-нибудь жильем. То есть это либо приход наследства, либо это какая-то ипотека и все остальное. Он ждет, что он сменит место жительства. Как ему живется с другой. Как ему живется с другой. Под каблуком. Под каблуком, девочки. Под каблуком, и тут он уходить не намерен на самом деле, да. Но обращу ваше внимание, что тут очень много мечей выпало. Это чей-то такой вот след. Чего это след-то такой? Вы видели когда-нибудь злого чихуахуа, девочки, да? То есть мы же все равно, что вот ты, боже мой, ты маленький, ты хорошенький, да? А он тебя за палец грызет со всей такой дури, да? И вот эти вот мечи, там, возможно, там есть такая какая-то грызня, но и постоянный секс есть. И то, что он подкаблучник, он под женой, и он от нее зависит. И развода тут нету. Но есть еще какое-то такое, знаете, сильная мысля, что будет жить в каком-то другом месте. То есть надеется на квартиру, на дом, на что-то такое. Он все время думает о недвижимости, да. 3-4 года здесь, и у него этот вопрос как-то с недвижимостью поменяется. Но вот он живет и не собирается тут уходить от нее. В принципе, все. Вот такой вот скучноватый, но такой вот, девочки, третий вариант. Ну, давайте еще глянем, еще чуть-чуточку. Как ему живется с другой? Да, они занимаются, девочки, любовью. Ну, точнее, у них это есть все время. У них это все время есть. Оно даже не заканчивалось. И все время мечи, кубки, да? Мечи. Но какие-то вот эти вот мечи странные такие, они раздробленные какие-то эти мечи выпадают.
Почему они выпадают здесь, когда вот по логике вещей они как бы здесь не особо должны проскакивать? Может, он, девочки, если вот он общается с вами, и он говорит, что как у него все там хреново, и вот он обзывает и как-то ту женщину, с которой он живет, да, то вот это вот мечи могут отображаться. Дальше мечи могут отображаться, потому что он вот как-то там поджавший страх. Еще это мечи могут читаться страхом каким-то, что-то он боится, да, боится. Может, боится, чтобы она там что-то не узнала, да, и он такой с большими глазами ходит там с поджатым хвостом. Ну вот, девочки, так вот. Вот такой вот третий был. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, как ему живется с другой. Умеренность выпала здесь. Сразу 14-й аркан. Как ему живется с другой? Как ему там живется? Деньги ему дают. Она дает ему деньги. Спят вместе. Он снизу, девочки. Тут в чем еще такой какой-то прикол? Девочка идет какая-то. Девочка. Дочка, падчерица. Или что, короче. Ребенок женского пола. Девочка какая-то иду. Я не знаю, что она значит, эта девочка. Как ему живется с этой другой? Как ему живется с другой? Если у него есть девочки-дочка там, да, то он живет там ради дочки своей, потому что вот как-то у него связь идет с ребенком, девочкой, понимаете? Даже вот смотрите, если у него нету, но они в детородном возрасте, да, возможно, что будет беременность, да, и девочка будет. И такое может быть. А получается, как без девочки, они как разводятся. Без девочки разведутся. А если вот девочка присутствует, то девочки не разведется. Там жена на пятом, на 10-м месте, если это жена или еще кто-то. Но он как-то... Там какой-то вопрос. Девочка. Не знаю, что это за девочка-то идет. Девочка и все. Но у кого-то, если девочки нету, но детородный возраст, это, возможно, рождение девочки. Возможно, она беременная. Либо у нее дочка есть, девочки. Там не вопрос, как они живут, а ради чего он там. И 14-й старший кармический аркан говорит, я там ради девочки. Как ему живется с другой? Ну тут там вот это влияние женщины другой, чтобы их рассматривать как пару, я не могу, да, потому что они как-то даже особо и парой не идут. То есть не идет он как-то парой с той женщиной, да, но он там ради другой жизни, понимаете? Не своей другой жизни, а ради человека какого-то, понимаете? Ради другой души, женской души. Он там. И пока она там, он там и будет, потому что он считает, что его место там с душой вот этой вот женской, другой. Что-то за другая душа. Но она такая девочка, понимаете, девочки? Ну, блин, реально, хочется сказать, что вот она не статная там женщина, зрелая, все такое. Это не Ева, да, это ребенок идет какой-то. Она Но я, знаете, о чем думаю? Так у нас же, вот если у него, если есть сущности, в общем, есть сущности, которые, они же не размером с человеком, правильно? Они идут меньше размером. И, возможно, девочки, у кого-то, если нету ничего такого, то это может быть приворот, понимаете? И этот приворот,
Ну, короче, тут долго говорить, что это за тип приворота такого, да? Но это может быть реально приворот к женской сущности. И не к самой женщине, а к к этой не к женщине, какая она есть, да, а именно к этой сущности переворот. А эта сущность меньше размером. Понимаете? Такое может тоже быть. Как ему живется с другой. Ну, как любящий отец, понимаете, выпадает. Но если он в паре и там нету никаких детей, да, и то он, как любящий отец, по привороту идет, понимаете, любит отцовской любовью. То есть тут я вам даже немножко про приворот говорю, какой там приворот. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что, как ему живется там с другой, он живет там ради какой-то девочки. И эта девочка может быть как дочка, какая-то другая женская душа, да, в женском, в девичьем теле. Либо это беременность, девочка беременна она. Это может обозначать приворотная такая любовь, да, кукле Вуду. Ну, смотрите, мои дорогие. То есть он там не ради этой женщины, не ради, нет. Привязан любовью. Рыцарь кубков. Там он реализуется именно любовно. Вот реально реализуется любовью своей. Там реализуется его любовь. Но не к этой женщине, нет. Не к этой женщине, девочки. Странный такой, довольно-таки странный расклад на самом деле. Ладно, мои дорогие, вот такое вот было гадание. Пока-пока.